Это Каспийское море раньше, а это сейчас. Это Аральское море раньше, это сейчас. Это озеро Чад раньше, это сейчас. Это стадо мамонтов раньше, а это сейчас. Как это все взаимосвязано? Да вот получается, что есть прямая связь. Последние особи мамонтов жили во времена, когда возводили пирамиды Гиза в Египте. Сейчас ни одной особи уже нет. Они вымерли. Есть только две гипотезы, почему мамонты погибли. Первая – это охотники, имеются в виду люди того периода. Несусветная чушь. Вторая – это быстрое изменение климата. Есть доля правды в этой гипотезе, но все равно не то. Сейчас есть масса доказательств другой версии, более ужасной и трагичной. И да, эта версия связана с морями, о которых я говорил в начале. Как именно? Сейчас расскажу. Большинство останков тел мамонтов найдены в вечной мерзлоте севера Сибири, за полярным кругом и на Аляске. Целых туш было обнаружено лишь несколько, и все глубоко под землей. Помимо мамонтов, в этих же регионах были обнаружены замороженные мягкие ткани других животных. Там были найдены носороги, лошади, мускусные буйволы, росомахи и бизоны. Если говорить о скелетах и костях мамонтов, а не о сохранившейся плоти, то количество находок огромно, особенно в Сибири и на Аляске. Вы только представьте, более 500 000 тонн бивней мамонта были погребены на протяжении почти 1000 километров вдоль арктического побережья. Плотные концентрации костей, бивней и зубов мамонта также были обнаружены на отдаленных арктических островах. Многие описывают эти останки мамонтов как основной фундамент, образующий эти острова. Что могло послужить причиной такой концентрации скелетов и костей мамонтов на островах с бесплодной землей внутри полярного круга? Как я уже сказал, в этой каше останков не только мамонты, но и тигры, антилопы, верблюды, лошади, северные олени, бизоны, овцы, буйволы, носороги, рыси, леопарды, медведи и многие виды птиц. Друзья и враги, старые и молодые, все были захоронены и найдены вместе. Плотоядные погребены вместе с травоядными. Были ли их смерти связаны между собой? Вы сами сможете ответить в конце выпуска. Я буду отталкиваться от мамонтов, от тех фактов, что доказаны, подтверждены и приняты. Распространенное неправильное представление о том, что мамонты жили в районах, где было крайне холодно, пришло главным образом от популярных рисунков, на которых мамонты комфортно живут в снежных арктических регионах. Вот, кстати, карта, на которой представлены кружки мест, где нашли замороженные останки мамонтов и носорогов в Сибири и на Аляске. Логика верная, раз там куча костей мамонтов, значит они там и жили, верно? Верно. Давайте только мы с вами не будем так думать. Волосяной покров мамонта не является лучшим приспособлением к арктическому климату, чем шерстяной покров у овцы, например. Длинные волосы на ногах мамонта свисали до пальцев. Если бы он ходил по снегу, то снег и лед затвердевали бы на его волосатых лодыжках. Все копытные животные, живущие в Арктике, включая мускусного буйвола, имеют мех, а не волосы на ногах. Мех, особенно жирный мех, удерживает толстый слой застойного воздуха между снегом и кожей. Так как у мамонта не жирные волосы, то намного больше снега касалось бы кожи. Он бы таял и увеличивал теплообмен. Кожа мамонта и слона идентичны по толщине и структуре. Они оба испытывают нехватку сальных желез, что делает их уязвимыми для холодного влажного климата. Арктические млекопитающие имеют и сальные железы, и продольные мышцы, экипировка, которая отсутствует у мамонтов. Если мамонты жили в арктическом климате, вода, которую они употребляли зимой, должна была поступать в виде съеденного снега или льда. Дикому слону требуется в среднем 150 литров воды ежедневно. Тепло, необходимое для того, чтобы растопить снег и лед и нагреть его до температуры тела, должно было бы израсходовать половину калорий обыкновенного слона. Длинный ранимый хобот мамонта испытывал бы на себе наибольшее влияние этого действия. Как мог мамонт, живущий в арктическом климате,
климате удовлетворить свои большие потребности в соли. Слоны откалывают соль, используя свои острые бивни. Мамонтам проводить такой поиск в твердой каменной вечной мерзлоте было бы практически невозможно ни зимой, ни летом, особенно изогнутыми бивнями. Давайте взглянем, кто еще был обнаружен рядом с мамонтами. Это носороги, тигры, лошади, антилопы, бизоны и растения умеренного климата. Все они обитатели теплой зоны. Даже личинкам подкожного овода, найденные в кишечнике замороженного мамонта, идентичны личинкам, которые обнаруживают сейчас у слонов в тропиках. Никто не говорит, что животные и растения, погребенные рядом с мамонтами, были приспособлены к условиям Арктики. Тогда почему так думают про мамонта? Средние январские температуры в северо-восточной Сибири около минус 33 градусов. В ледниковый период там было еще холоднее. Длинный и тонкий хобот мамонта был очень чувствителен к холодной погоде. Нос длиной почти в 2 метра не мог бы выдержать даже одну холодную ночь, не говоря уже о сибирской зиме длиной 8 месяцев или о внезапном похолодании. Для более тонкого хобота мамонтенка потери тепла были бы еще более смертельны. Слон обычно погибает, если его хобот поврежден. Низкие температуры – это одна проблема, а 6 месяцев с небольшим количеством солнечного света на протяжении арктической зимы – совсем другая. Значит, беда с растениями. Пока кто-то утверждает, что мамонты были приспособлены к холодным условиям Сибири и Аляски, растительность, приспособленная или нет, не растет на протяжении полярной ночи. Сегодня в этих регионах растительность покрыта снегом и льдом 10 месяцев в году. Мамонты должны были быть прожорливыми животными. Как могли миллионы мамонтов и других животных, таких как носороги, лошади, бизоны и антилопы, прокормить себя? Для сравнения, слоны в дикой природе тратят около 16 часов в день на добывание еды в условиях сравнительно буйной растительности и зимой, и летом. Грязь – главная геологическая загадка. Она покрывает 1/7 часть поверхности Земли. Она вся сосредоточена в окрестности Северно-Ледовитого океана. Грязь занимает обычно плоские местности, в окрестностях которых нет гор, откуда она могла бы быть смыта. Русские геологи бурили эту грязь на 1200 метров вглубь, так и не упершись в твердую породу. Откуда появилось столько смытого вещества? Что его смыло? Нефтяники при бурении грязи на Аляске подняли на поверхность толстый 18-дюймовый в длину кусок ствола дерева с глубины почти 300 метров. Дерево не было окаменевшим, а просто замороженным. Ближайший лес был в сотнях миль от места, где бурили. Известный исследователь Уильямс описал подобные находки на Аляске так. Хотя земля была заморожена на 580 метров вглубь от поверхности в бухте Прудо, везде, где бы ни бурили нефтяные компании в этом районе, они обнаруживали древний тропический лес. Он был в замороженном состоянии, а не окаменевшим. Он находился на глубине между 330 и 520 метрами. Там есть пальмы, сосны и лиственные тропические деревья в огромном изобилии. На самом деле они обнаружили их внахлёст, словно они были повалены в таком положении. Как деревья могли быть погребены на глубине сотен метров в твердой замерзшей земле? Мы также должны отметить широкую географическую протяженность территории, на которой все эти странные события произошли. В Сибири замороженных мамонтов часто находят в странных холмах 10-80 метров высотой, которые геологи называют едомы. Например, кладбище мамонтов, содержащее останки 156 особей, находилось в едоме. Едом – это холм из грязи, в котором куча ледяных глыб. Некоторые едомы также содержат много сломанных деревьев. Едомы похожи как раз вот на ту грязь, о которой я говорил раньше. Она содержит крошечные остатки растений, и у нее высокий уровень соли и карбонатов. Мамонт-березовка был найден в подобной почве. У некоторых замороженных мамонтов и носорогов во рту, в желудке или кишечнике находится сохранившаяся еда. И есть особи, по крайней мере, 3 мамонта и 2 носорога, которые умерли от удушья.
Металлические частицы были обнаружены в огромном количестве бивней мамонта и в черепах бизонов. Эти бивни не имеют точной географической привязки к месту находки, так как были обнаружены на складе мамонтовой кости в США. Один из найденных бивней был предположительно откуда-то из Сибири, а остальные 7, включая череп бизона, с Аляски. Металлические частицы имеют главным образом округлую, реже угловатую форму и оставляют полусферические структуры от 2 до 5 мм, окруженные обугленным кольцом. Расположение входных отверстий на бивнях мамонтов и рогах бизона заставляют предполагать, что частицы летели под небольшим углом к горизонту. Кроме того, внедренные частицы обнаруживаются только на одной стороне бивней, указывающей, что частицы прибыли с одного направления. Массивные груды костей мамонтов были обнаружены вблизи Богаты, Колумбия. Еще и в горных ледниках Венесуэлы были найдены быстро замороженные останки мастодонтов и мамонтов. Останки мамонтов находят на всем протяжении от Венесуэлы до южного Чили, включая высокие горы Эквадора. 100 лет назад целый скелет мастодонта, редко мамонта, был найден возле Конкордии, Колумбии. Таким образом, очевидно, что десятки видов крупных животных того периода занимали обширные пространства Евразии, Южной и Северной Америки, и что это вымирание никоим образом не ограничивается полярными областями нашей планеты. Это значит, что локальные гипотезы гибели этих животных маловероятны, и нужно искать какую-то общую причину их гибели. При этом надо учесть, что погибали именно крупные, сильные и здоровые животные. Итак, что мы имеем? Около 12 тысяч лет назад на планете Земля произошло резкое вымирание животных. Причем животные вымирали целыми видами, и это коснулось в первую очередь крупных животных. Вымершие виды были крупнее современных, что свидетельствует о природных условиях и климате на планете, отличных от современных. Относительная крупность животных может свидетельствовать о большой плотности атмосферы, а это в свою очередь означает, что климат был теплее. Никаких оледенений на Земле в то время не было. Вообще на Земле существует только 2 места, на которых наличие ледников не вызывает вопросов. Это ее полюса. И вот животные погибли неожиданно и практически мгновенно и были заморожены в толще образовавшейся тогда же вечной мерзлоты, покрывшей северо-восток Азии и север Северной Америки. Большая часть животных была уничтожена физически в результате какого-то процесса, а выжившие, если таковые остались, не смогли восстановить популяцию вследствие изменившихся условий, таких как похолодание климата или отсутствие кормовой базы. И катастрофа затронула около 80% поверхности Земли. Обе Америки, 2/3 Африки, всю Европу и почти всю Азию. О широте географической распространенности всемирной катастрофы свидетельствуют миллионы костей, захороненных по всей планете. Крупные животные, в том числе слоны, смогли сохраниться только в Центральной и Южной Африке и в Юго-Восточной Азии, в местах, где последствия катаклизма были менее катастрофическими. Ну что, готовы написать в комментариях свою версию? А вот какая есть у меня. Вероятнее всего, виной того хаоса является импакт. Небесное тело летело практически по касательной. Длительный полет в плотных слоях атмосферы привел к его значительному разрушению, и перед столкновением астероид представлял собой не единый объект, а космическое тело, окруженное все расширяющимся роем обломков. Первое соприкосновение астероида с Землей произошло на юго-западе Африки. Гигантская скорость, кривизна Земли и место следующего соприкосновения, водная поверхность Атлантики, стали причиной возникновения эффекта, когда камень прыгает по воде. Дальше, совершив одно или несколько касаний поверхности Атлантики, он упал в Саргассовом море. При этом верхняя часть роя обломков астероида пролетела дальше и подвергла Атлантическое побережье США ковровой бомбардировке, следами которой являются многочисленные кратеры Каролина Бейс и металлические частички в бивнях мамонтов. Также движение астероида в атмосфере Земли привело к образованию воздушных потоков, обладающих гигантской кинетической энергией, за счет которой они были частично выброшены в космическое пространство, а частично смещены на 1000 километров вперед по направлению полета астероида. Это привело к временному истончению или вовсе исчезанию атмосферы над огромной территорией, включающей северную часть Северной Америки,
северо-восточную часть Азии и северную часть Тихого океана. Температура здесь резко упала на несколько десятков градусов. За это время поверхность Земли и все, что на ней и под ней было, почва, водоемы, растения, животные, было практически мгновенно заморожено. Причем горные породы были проморожены на сотни метров в глубину. Примером может служить березовский мамонт, замороженный в вертикальном положении. Только северная часть Тихого океана не успела промерзнуть вследствие своей большой теплоемкости, глубины и солености. Серии столкновений послужили причиной образования нескольких очагов мегацунами в Атлантике, обусловивших всемирный потоп на Земле, последствия которого привели к кардинальным изменениям значительной части поверхности нашей планеты. При этом у каждого из этих цунами были свои объекты для разрушения. Первый очаг ответственен за затопление Восточной и Северной Африки и Ближнего Востока. Второй затопил северную часть Южной Америки, восточное побережье Африки и Западную Европу. А третий за Центральную и Северную Америку. Именно так стартовал всемирный потоп, господа, последствия прохождения которого трагически отразились на большей части земной поверхности. Результат прохождения водных потоков по поверхности Земли и океанам хорошо иллюстрирует вот эта карта распределения осадков в океанах и окраинных морях. Анализ этой карты позволяет понять наличие большого количества осадков в районах, где для этого нет особых предпосылок. Главным образом нет крупных рек, как основных источников сноса с суши рыхлого материала. Это вам причина иссыхания озера Чад, обмеления Каспийского и Аральского моря. Им просто неоткуда брать воду, так как сами они не природного происхождения. Основной очаг мегацунами возник в Саргассовом море, куда и упал метеорит. Именно оттуда мегацунами обрушилось всем фронтом на американский континент, практически мгновенно смыв почти всю мамонтовую макрофауну, большую часть растительности и цивилизацию Clovis Peoples. Далее, захватывая и перемалывая льды, оно пересекло Северно-Ледовитый океан и затопило этим водно-ледяным крошевом, перемешанным с поднятым со дна морскими осадками, всю Аляску и огромную часть Азии от полярных областей до Китая, захоронив там принесенные с собой останки мамонтов, а также других животных и растений, которые были законсервированы в быстро замороженных водно-ледяных грязевых отложениях. Так произошло быстрое изменение рельефа этих территорий и образование вечной мерзлоты в том виде, в котором мы ее наблюдаем и сейчас. Именно из фрагментов останков животных и растений вперемешку со льдом и грязью сложены целые острова и прибрежные утесы на северо-восточном побережье Азии, в частности Новосибирские острова, широко известные по массовым заготовкам бивней мамонтов. До описываемых мною событий атмосфера Земли была плотнее, климат значительно теплее и никаких ледников на территории Северной Америки и Европы в плейстоцене не было. В итоге практически за несколько десятков часов облик Земли был изменен до неузнаваемости и стартовал современный этап ее истории, в течение которого планета продолжает бороться с последствиями этой глобальной катастрофы. Причиной почти мгновенной смерти многих представителей мамонтовой фауны в Северной Америке и Сибири явилось удушье, а не многочисленные физические повреждения, которые они получили уже после смерти. Полет астероида привел к выжиганию значительной части кислорода в атмосфере. И когда такой воздушный поток достиг восточного побережья Северной Америки, многие животные задохнулись от нехватки кислорода. В Сибири же смерть животных от удушья наступала в связи с быстрой потерей части атмосферы над этими районами. Еще раз отмечу, что на всем протяжении арктического побережья Азии от Таймыра до Чукотки в мерзлоте захоронены не местные животные, а представители североамериканской фауны. Мамонты, мастодонты, лошади и другие. Поэтому реконструкция климата того периода у арктического побережья Сибири, основанной на допущении, что мамонты там обитали, являются ошибочными. Описанный сценарий образования вечной мерзлоты позволяет делать прогноз ее состояния и эволюции в будущем. И здесь вывод достаточно очевиден. Являясь чуждым образованием для обычных климатических условий Земли, она постепенно должна исчезнуть. Аналогичная ситуация происходит с многочисленными солеными озерами и морями, также образованными мегацунами. Солт-Лейк, Чад, Каспийское и Аральское море. Они тоже постепенно исчезают с поверхности нашей планеты.
И хотя в человеческом понимании эти изменения воспринимаются как экологическая катастрофа, для самой Земли это никакой катастрофой не является. Это возврат территорий в первоначальное состояние, обусловленное их положением в определенной климатической зоне. Ну что, автор окончательно выжил из ума? Но ты молодец, если досмотрел до сюда. Пожалуйста, оставь свой след для этого выпуска. Мне интересны твои мысли. Береги себя.